Всех приветствую на своем канале по вязанию. Меня зовут Лена, и в этом видео мастер-классе мы с вами будем вязать вот такой достаточно простой кардиган. Отличительной его чертой являются такие вот красивые объемные аппликации в виде цветов. Кардиган меня попросила связать одна из моих подписчиц, за что ей большое спасибо. Без просьбы я, конечно, наверное, на него бы, на вязание его не пошла бы. Кардиган этот я вязала для своей дочери. У нас рост 146 сантиметров. Сразу скажу, что вязала кардиган по, так сказать, ориентируясь по ее просьбам. То есть у нас он достаточно не широкий, то есть это не супер оверсайз. Вот, но единственное, рукава у меня идут достаточно широкие, вплоть до самого манжета. То есть сужала я только на манжете. Но давайте начнем обо всем по порядку. Итак, размеры кардигана. Я сейчас ставлю фотографию, как это смотрится у меня на дочери, и дальше начну рассказывать его длину, ширину. Смотрите, по длине. От начала воротника до наборного края у меня составляет длина 50-51 сантиметр. По ширине кардиган составляет 42 сантиметра. По высоте проймы я сделала достаточно небольшую для этого возраста, 17,5 сантиметров, так как я знала, что у меня рукав будет достаточно объемным, и чтобы он не был таким вот более тяжелым, увесистым, я чуть-чуть сузила пройму. Можете брать на этот возраст пройму 18-19 сантиметров, например, если вы будете вязать зауженный рукав. У меня он абсолютно прямой. Как я набираю какое количество по пройме, такое же количество у меня сохраняется до манжета. Вот. Еще что по рукавам. Если вы не хотите рукава с напуском, смело можете убирать 5 сантиметров. Длина моего рукава общая вместе с манжетом от начала проймы составляет 46-47 сантиметров. То есть для такого покроя кардигана здесь будет достаточно 40, ну, примерно рукавчик 41, 42 сантиметра. Вот такой вот. Также я сделала, что меня еще отличает, мои вообще изделия. Очень маленький участок под горловину. То есть на этот возраст, если я обычно вяжу джемпера, у меня составляет где-то ширина 16-17 сантиметров, иногда по спинке ширина горловины. Здесь она всего лишь 10 сантиметров. Обуславливается это тем, чтобы кардиган не съезжал по плечам. Как вы видите, плечевой шов достаточно широкий. Также еще отличительная черта кардигана заключается в том, что V-образный вырез начинается у меня не вместе с проймой, то есть он достаточно не глубокий, а где-то я вяжу примерно 1/3 от начала проймы, и остальную часть я уже распределяю на вот эти убавления, на расширение вот этого скоса. Вот. Вязать кардиган достаточно просто. Значит, мы набираем на спице 4,5 резиночку нашу. Формируем. Резинка у меня невысокая. Сразу набираем на обе полочки и на спинку вяжем до пройм. Вяжем затем отдельными деталями. И так как петельки на проймы я совершенно не делаю никаких убавлений, то есть, видите, у меня здесь нет вообще убавленных петелек, я сначала вяжу правую полочку, затем перехожу на спинку и заканчиваю левой полочкой. Как я говорила, по правой полочке мы делаем скос, провязав примерно 1/3 высоты проймы. Петельки я уже примерно рассчитываю так, что уже зная вот это размер своей горловины по спинке. Также петельки я оставляю полностью открытыми на спинке. Никаких скосов плеча я не делаю. Как вы видели по фотографии, это совершенно не портит образ, не утяжеляет его. Достаточно все комфортно сидит. Вот, а уже сами открытые петельки я соединяю с помощью крючка. Мне очень нравится этот способ. Он достаточно удобен, прост и эстетичен. Смотрится очень красиво все.
После того, как мы свяжем сам кардиганчик, можно связать полочку, можно перейти сразу к рукавам. Видео, по-моему, я перешла сразу на рукавчики, как я говорила. По высоте проймы я высчитываю, сколько примерно петелек мне нужно набирать. Забыла сказать, что спицами мы пользуемся на резинках номер 4,5, на столом полотне номер 5. Рассчитав петельки по рукаву, я вяжу нужную мне длину. В данном случае я провяжу 41-42 сантиметра до манжета. Потом, когда начинаю формировать первый ряд резиночки, я делаю убавление. Убавление я делаю через каждую петельку. То есть 2 петли провязываю вместе, это моя лицевая, затем вяжу из одной петельки изнаночную. Снова 2 петли вместе, это получается лицевая, снова изнаночная. И так, убавляя петельки, я получаю нужный размер манжета. Также вы можете связать и зауженный рукав, это все остается на ваше усмотрение. Вот, что еще дальше? Дальше мы переходим с вами к полочке, к планке под пуговки, извините. Набираем мы также их на спице номер 4,5, она у нас с вами цельно вязаная. Начинаем набирать мы по правой полочке. И смотрите, если вы будете вязать на другой размер, вы сможете по этому видео мастер-классу связать полочку на любую высоту. Я объясняю, как набирать в секторе резиночки, затем сектор от резинки до начала скоса, от начала скоса до плечевого шва. Смотрите, набираю я в кромочные петли, где резинка я набираю в каждую кромочную петлю, где вот это расстояние, вот этот отрезок у меня идет прибавка в каждую третью петлю. Здесь прибавки я делаю через петлю, чтобы воротник не стягивал горловину, поэтому, несмотря на то, что у нас достаточно здесь маленькое расстояние, она у нас отлично ложится по шейке, нигде не стягивает и достаточно удобен для этого. И по спинке мы набираем, поднимаем вот эти оставшиеся открытые петельки, добавив лишь по одной боковой петельке для того, чтобы минимизировать вот здесь расстояние между с полочкой и спинкой. Вот благодаря вот этому плечевому шву здесь будет небольшое расстояние. Как его избежать, я также в видео все очень-очень подробно показываю. Затем мы вяжем примерно нашу планку до середины. Я затем показываю, как рассчитать наши отверстия под пуговки, если вы вяжете также на другой размер. Вот. И затем закрываем петли. То есть, как вы видите, сам кардиган вяжется достаточно просто. Вот. А вот сами аппликации я уже перенесу во вторую часть видео, также покажу, как связать их, как пришить их. Вот, вязала я не совсем стандартно, то есть как мне нравится. Пришиваю я также достаточно плотно. Во многих видео я смотрела, что лишь приметывается в некоторых местах. Мне это показалось очень неудобно, так как лепестки могут задираться, либо как-то еще деформироваться. Мне нравится, когда аппликация достаточно плотно сидит на изделие. Что еще хотела сказать? Если вы хотите связать, например, на размерчик побольше, но не хотите пересчитывать, вы с легкостью возьмете спицы на полразмера больше, то есть резиночку вяжем на спицах номер 5, основное полотно на спицах 5,5. То есть пряжа это позволяет нам сделать. Кардиган я вязала из пряжи Alize Midi. В нем у нас в 100 граммах 170 метров и код цвета 806. Знаете, достаточно такой редкий цвет, его не всегда везде можно встретить. По-моему, называется синий жаспе, то есть это такой серо-синий цвет с белыми вставочками. Достаточно красивый цвет, он подходит, мне кажется, как для мальчиков, так и для девочек. Я вязала для своей дочки, но у нас уже был примерно сложный образ, то есть с чем мы его будем носить, с серыми джинсами, поэтому мне показался этот цвет уместен даже для девочки. На спицах я вязала 4,5 и основной полотно выполняла на спицах номер 5. Пряжи мне понадобилось чуть больше 4 мотков, примерно 420-430 грамм. Вот, то есть, грубо говоря, 4,5 мотка мне понадобилось на этот размер. На этом, наверное, я буду заканчивать. Все
ссылочки, все подсказки я обязательно оставляю под видео. Если я что-то забыла сказать, либо оговорилась в видео, вы всегда сможете найти подсказку под видео. Вот. Расчет на другие размеры я также постараюсь сделать отдельную статью и пост. Ссылку также оставлю. И, наверное, на этом все. И давайте приступать к вязанию. На одну спицу номер 4,5 я буду набирать 139 петелек. Набираю я самым обычным способом, не сильно затягивая нить. После того, как мы набрали нужное количество петелек, вязать мы начинаем с изнаночной стороны. Видите, здесь такие узелочки идут, а лицевая сторона, вот она у нас будет считаться. Вяжем мы резиночку 1 на 1. Первый ряд мы будем провязывать полностью за переднюю стеночку. И начинаю я с лицевой петли. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываем ряд до конца. После того, как мы провязали первый ряд, переворачиваем вязание, мы вяжем поворотными рядами. И у меня начинается после кромочной с изнаночной петельки. Так как количество петелек у нас нечетное, то есть с какой петлей у нас начинается, такой же петелькой у нас будет и заканчиваться. И чтобы не было у нас перевернутых петелек, мы вяжем изнаночную за переднюю стеночку, а лицевую провязываем за заднюю стеночку. То есть петельки мы провязываем всегда за правую стенку по нашей петли, чтобы не получать перекрещенные. Резинку мы вяжем на нужную нам высоту. У меня это будет примерно 3-3,5 сантиметра. И закончить мы обязательно должны изнаночным рядом. То есть у нас будет нечетное количество рядов. Я провязала 7 рядов резиночки. Это ровно 3 сантиметра у меня получилось. Я сменила спицы на номер 5. И мы теперь полностью переходим на лицевую гладь. Первый ряд мы провязываем. Независимо от того, какую петлю мы вывязываем. Смотрите, изнаночную мы также провязываем за переднюю стеночку лицевой, а лицевую продолжаем также вязать за заднюю стенку. Лицевую за переднюю, лицевую за заднюю. Это я буду считать первым рядом от резинки. У меня начинается второй ряд. Далее все четные ряды мы будем провязывать изнаночные петельки просто за переднюю стеночку. И далее, начиная с третьего ряда и все нечетные ряды мы будем провязывать лицевыми за заднюю стеночку. И таким образом мы будем вязать с вами лицевой гладью до пройм. Затем мы с вами там встретимся и будем делить наше полотно на отдельные детали, то есть на полочку и спинку. Сейчас у нас на полочках находится по 34 петли, включая кромочную, на спинке 71 петля. Лицевой гладью от начала после резиночки я провязала 72 ряда. Если смотреть от наборного края, у меня составляет 33 сантиметра. Теперь я буду делить наше полотно на полочки и спинку. Петельки на пройму я закрывать не буду, поэтому сейчас мы с вами провяжем правую полочку начала и затем продолжим вязать только ее. Как вы помните, на спинке у нас 71 петля, по полочкам 34 петли. Это вместе с кромочной. И мы начинаем вязать кромочная и лицевая гладь. После того, как я начну делить полотно на детали, я снова обнуляю вязание. И это у меня будет первый ряд от проймы. Я провязала
34 петельки. Теперь я поворачиваю вязание. Можно на время даже это место отметить маркерочком, чтобы его не потерять. И вяжу также поворотными рядами. Теперь у меня кромочная будет с двух сторон. То есть снимаю кромочную и вяжу изнаночную гладь. Это у меня второй ряд правой полочки. Всего мы с вами провяжем для начала 14 рядов. И начиная с 15 ряда мы начнем с вами убавлять петельки для нашего скоса горловины. Я провязала 14 рядов, начиная с 15 ряда мы начинаем делать убавления. Убавления мы будем делать однотипные через каждые 4 ряда. То есть, если мы делаем первое убавление в 15 ряду, прибавляем 4, это 19, затем 23, 27 и так далее. Убавления мы будем делать вплоть до 39 ряда, а пройму мы свяжем на общую высоту 42 ряда. Убавление мы будем делать так. Смотрите, после четного ряда, перед тем, как делать убавочку, кромочную петлю мы всегда будем не довязывать. Вот она у нас будет не провязанной. То есть мы 14 ряд не довязываем на одну петлю. И набрасываем ее сразу на следующую. Это поможет нам сделать более плавную убавочку. Теперь у нас на спицах с вами 33 петли. Мы вяжем с вами 15, 16, 17 и 18 ряды. В 18 ряду мы также не довязываем последнюю петлю. И в 19 ряду делаем убавление точно таким же образом. Я довязываю 18 ряд. Видите, у меня не провязана последняя петля. Я переворачиваю вязание. И в начале 19 ряда я просто набрасываю ее на следующую петельку. Вот мы сделали еще одно убавление, и теперь на спицах у нас 32 петли. И мы продолжаем вязать до 23 ряда. В 23 ряду снова делаем убавление. Я провязала 42 ряда. На спице у меня осталось открытых 27 петелек. Последнее убавление я сделала в 39 ряду. Теперь мы продолжим с вами вязать спинку. Для этого нам нужно переснять наши петельки. Делаем самым обычным способом. Просто берем спицу и вот так переснимаем их, чтобы у нас кончик вот этой спицы смотрел в сторону проймы. Петельки на проймы мы не закрывали. Также у нас на спинке с вами остается 71 петелька. И мы продолжаем вязать одну спинку. То есть, начиная с первой петли, провязываем первый ряд от проймы 71 петлю. После того, как мы довязали спинку, убедитесь, что на левую полочку у вас осталось также 34 петли. И мы переворачиваем с вами наше изделие. И теперь также продолжаем вязать поворотными рядами прямое полотно вверх, то есть нашу деталь спинку, на высоту также 42 ряда. Но смотрите, здесь я петельки также закрывать не буду, то есть я оставлю открытыми петельки у спинки полностью, чтобы соединить плечевые швы с помощью крючка. И также потом полочки под, извините, планку под пуговки мы также будем набирать с вами по открытым петелькам. А вот длина нити оставляйте подлиннее. То есть она должна быть примерно в 5 раз, чем вот этот вот отрезок в 27 петелек. То есть просто мы берем ниточку и отмеряем 5 вот этих отрезков. Я провязала спинку на высоту 42 ряда, оставила, как я говорила, длинный хвостик для того, чтобы соединить наши плечевые швы с помощью крючка. По длине это примерно около 90 сантиметров. Смотрите, нам теперь также нужно будет перевести спицу, чтобы довязать левую полочку. Также для начала переснимаю все петельки. Мы приступаем к вязанию левой полочки. На ней также у нас должно остаться 34 петли. И начинаем вязать с первой петельки. Также переходим на
лицевую гладь. Далее это будет наша кромочная. Вязать мы будем с вами 14 рядов, и начиная с 15 ряда симметрично правой полочки мы будем делать убавление под скос нашего воротника. Убавление здесь мы будем делать в конце ряда. Мы с вами там обязательно встретимся, и я покажу, каким образом это сделать. В конце 15 ряда мы сделаем первую убавочку для скоса под воротник. Смотрите, мы не довязываем 2 петли. Предпоследнюю я разворачиваю так, чтобы ее можно было провязать вместе с последней за переднюю стеночку. Таким образом мы и делаем убавление. Теперь у нас на спицах 33 петли. И такие убавочки, как и на левой, так, на правой полочке, мы повторяем через каждые 4 ряда, то есть 15, 19, 23 и так далее. Ряды убавлений я подпишу внизу под видео и оставлю вам для подсказок. Вот, а мы также продолжаем с вами вязать. Последнее убавление у нас с вами будет в 39 ряду. Довязываем также нашу полочку на высоту 42 ряда. Петельки и ниточку мы не обрезаем. У нас на плечевой шов также должно остаться 27 петелек. И не обрезая нить, мы начнем соединять наши плечевые швы. Я довязала полочку на высоту 42 ряда. Ниточку я не обрезаю. Смотрите, кончики спиц со стороны спинки и со стороны полочки у нас смотрят на пройму. Мы просто вот так складываем их на изнаночную сторону. Крючок я взяла на пол размера меньше, чем размер спиц. Ниточку длинную вот эту у меня она идет на дальней спице, то есть я ее располагаю позади. И смотрите, петельку со спицы, которая находится ближе ко мне, я снимаю и вытягиваю в нее петельку с дальней спицы. Затем я делаю воздушную петлю. Затем, подцепая петельку с первой и со второй спицы, соединяю 3 петельки вместе. То есть это 2 петли на спице и 1 петелька на крючке. На плечевом шве у нас находится 27 петелек. И мы их соединяем до конца. У нас образуется вот такая вот дорожка. И уже после того, как мы соединили все петельки, я обрезаю ниточку. Вставляю кончик, чтобы было его потом удобно заправить вовнутрь. Теперь, смотрите, нам нужно с вами развернуть изделие так, чтобы кончики спиц снова у нас смотрели на пройму. Для этого я просто петельки полочки переснимаю снова. Сейчас мы будем с вами соединять правую полочку и спинку. И снова мы разворачиваем изделие так, чтобы у нас кончики спиц смотрели в сторону проймы. Длинный кончик нити у меня был на спице, которая идет позади. И покажу вам снова начало нашего закрытия. Смотрите, петельку с первой спицы я снимаю и затем в нее пропускаю петельку с дальней спицы. Делаю воздушную петлю. И уже после этого начинаю соединять 3 петельки вместе одной петлей. Вхожу в петельку на ближней спице, затем на дальней и прохожу сквозь них все. Мы соединили второе плечо, ниточки вот так временно я подзавяжу. И у нас на открытыми по горловине на спинке остается 17 петелек, то есть 10 сантиметров. Мы можем отложить пока эти петельки на ниточку, либо связать сразу планочку, либо сначала связать рукава, потом вернуться к самой планке. Я решила начать вязание с рукавов.
Поэтому я все петельки спинки, 17 петелек, сняла на дополнительную нить, чтобы они не потерялись. И уже провязала один рукавчик. Как вы видите, рукав это абсолютно прямое полотно. Вязать мы будем по кругу. И все необходимые сужения мы только сделаем в первом ряду манжета. Поэтому сейчас вместе с вами на спице номер 5 мы наберем по кругу проймы рукавчик и продолжим вязать лицевой гладью. Как рассчитать количество необходимых петелек? Мы длину проймы умножаем на плотность петелек в 1 сантиметре. В данном случае я умножаю 18 на 1,7. У меня там получается, по-моему, 30 с чем-то петелек. В общем, рукавчик я буду набирать 60 петелек по кругу. То есть 30 петелек от начала проймы до плечевого шва. И потом по плечевому шву мы спустимся вниз. Набирать мы будем петельки в основном вот этот ряд после кромочных. То есть не в косичку вот этот, а вот в этот ряд. И набор мы начнем. Вот наша середина. Вот мы поделили. И смотрите, сначала я подцепаю дужку вот у этой петельки и подцепаю на петлю выше в диагональ. И одеваю их на спицу. И провязываю лицевой за заднюю стеночку. Так мы набрали первую петлю, и затем набирать мы начинаем, подтяну ниточку, вот в этот ряд. Смотрите, 2 раза я вхожу через петлю, то есть набираю петельку, петлю пропускаю и набираю в следующую петлю. Затем 2 раза подряд, то есть из 4. Снова 2 раза подряд набрали, теперь 2 раза через петлю. Петельку пропускаю, набираю в петлю и еще раз через петлю. И теперь 2 раза подряд. И снова 2 раза через петлю и 2 раза подряд. В общем количестве до плечевого шва у нас должно получаться 30 петелек. Я подошла почти к плечевому шву. Вот у меня получилось 2 раза через 2 петельки, 2 раза подряд. И еще одну петлю набираю ближе к плечевому шву. И вот вместе вот с этой петлей первой наборной у меня уже получилось 30 петелек. Теперь я вынимаю леску, чтобы легче было ориентироваться при подсчете в петельках. И набирать начинаю теперь вниз. Также нахожу вот этот ряд и набираю 2 раза через петлю, 2 раза подряд в петельке, снова 2 раза через петельку и 2 раза в каждую петлю. И вот я дошла до этого прогальчика, мне осталось набрать одну петельку. Смотрите, я подцепаю полупетлю чуть ниже на петлю, вот спускаюсь, и это как бы у меня петелька идет со стороны полочки, то есть вот он раздел полочки и спинки. Вот я вхожу в полупетлю и теперь подцепаю также полупетлю, но со стороны спинки. И провязываю их за заднюю стеночку вместе. Вот и все. И дырочки у нас здесь заметно с вами не будет. Теперь мы отмечаем наше вязание маркировочком. И вязать мы с вами будем по кругу наши 60 петелек. Я оставляю для удобства вот таких 2 хвостика. То есть у меня как бы спицы делятся. Вот. И вязать лицевые мы с вами будем полностью за переднюю стеночку. Так как это у нас идет вязание в круговую, по идее эта вязка всегда чуть плотнее, поэтому я пытаюсь на спицах также номер 5 вязать чуть
посвободнее. Можно взять спицы по размеру побольше, чтобы у нас плотность с вами не путалась. То есть не была отличной, потому что поворотное и круговое вязание, оно иногда отличается по плотности, особенно когда рука еще, как говорится, не набита. Вот. Но это такая мини-подсказка. Можете, как и я, продолжать вязать на спицах номер 5. Я хочу показать, как я делаю переход. То есть остается мне провязать, например, там последние 2 петли, я передергиваю леску, потому что, чтобы не оставалось никаких лицевых дорожек. Это очень часто бывает заметно на пряже, где есть большое количество акрила. Поэтому я всегда, вот петли, когда у меня остаются на спице, я всегда не дохожу до конца. То есть оставляю 2, иногда 4 петли и снова вот так вот вынимаю леску, чтобы у меня вот оказались вот такие 2 ушка. И все, мы так продолжаем с вами вязать на нужную нам длину. В данном случае я провяжу ровно 100 рядов. И затем на спицах уже 4,5 мы с вами будем вязать наш манжет. И в первом ряду манжета мы сделаем все необходимые нам убавления. Вот у меня начинается 2 ряд. И это также лицевая за переднюю стеночку. То есть петлю мы всегда провязываем за правую стеночку петли, независимо от того, как она у нас с вами лежит. Я провязала ровно 100 рядов нашего рукава. И теперь я перехожу на спицу номер 4,5. Буду делать одновременно убавление и вывязывать при этом манжет резинкой 1 на 1. Убавление мы будем делать через каждую петлю. Убавочки мы будем делать на лицевых петельках. Смотрите, первые 2 лицевые за переднюю стенку мы провязываем вместе. Лицевая. Следующую петлю провязываю изнаночной. Снова 2 петельки вместе, это лицевая. Следующая петля изнаночная. Обратите внимание, этот первый ряд резинки я провязываю полностью за передние стенки. Делаю убавление, провязываю изнаночную петлю. Лицевая, изнаночная. Провязав ряд до конца, мы должны получить с вами 40 петелек. Далее второй и все последующие ряды мы провязываем таким вот образом. Лицевую вяжем за переднюю стеночку, изнаночную провязываем за заднюю стенку. Лицевая, изнаночная. То есть мы провязываем петельки за правую стеночку петли, независимо от того, какую петельку мы с вами вяжем. Именно так у нас не будут получаться скрещенные петли. Вязать мы вязать мы будем на высоту 12 рядов. Затем мы снова встретимся и закроем все петельки. После того, как я связала 12 рядов, мы начинаем закрывать все петельки. Провязываем первую лицевую петлю, затем вяжем изнаночную и набрасываем на нее предыдущую. Затем провязываем все петельки по узору и набрасываем на них предыдущие петли. Петельки пытайтесь сильно не стягивать, чтобы не получился зауженный край. То есть оставляем среднее натяжение нашей нити. После того, как мы закрыли все петельки, я обрезаю нить и с помощью иголочки замыкаю наше вязание в круг. Вхожу под первую закрытую косичку и возвращаюсь в середину последней. Образуется петелька, таким образом наше вязание соединяется в круг. После этого мы уже прячем все кончики ниточек. А вам теперь останется связать второй рукав. Он вяжется абсолютно так же. На рукав у меня, кстати, ушло почти 100 грамм пряжи. Теперь мы с вами переходим к планочке. Снятые ранее петельки
на нить я уже снова одела на спицы. Спицы нам понадобится номер 4,5, и набирать мы начнем с низа правой полочки. Наш кардиган как бы поделится на несколько секторов. Это резинка, потом от резинки до начала скоса, мы там с вами подойдем к нему. Вот, посмотрим, где у нас первые петельки начинают убавляться. Потом от скоса до плечевого шва, спинка, и левая полочка у нас будет набираться симметрично. Набирать мы начнем даже вот не вот в эту кромочную петлю, а всегда спускаюсь еще ниже. То есть набирать я начинаю, можно сказать, с вот этих наборных петелек, потому что у нас резинка обычная и так подтягивает чуть-чуть полотно, чтобы не было такого вот здесь закругления. Вот. Далее до вот сколько у меня идет резинка, я набираю в каждую кромочную. То есть я набрала в наборный ряд и затем вхожу в кромочные. 1, 2, 3, 4. У меня общее количество 5 петелек. Далее от начала резинки, точнее от начала лицевой глади до начала скоса мы с вами будем набирать петельки. При этом из каждых 3 петелек мы будем вывязывать с вами 4 петли. Прибавление я буду делать сразу. То есть в первую петлю я делаю прибавочку. Смотрите, она делается таким образом. Подцепаю от косички заднюю петельку, полупетлю, и затем вхожу под саму косичку. Из одной петли я получила 2. Затем набираю 2 раза под каждую кромочную. Снова в первую петлю прибавочка, и вторую и третью петельку я набираю в каждую. И так чередуем. Прибавочка, в каждую кромочную по петле. И доходим с вами до начала нашего скоса. Я дошла до скоса. Вот посмотрите, как он выглядит. То есть вот наша первая убавочка. Вот здесь у меня получилось то, что я прибавила петельки и затем 2 раза набрала подряд. От начала резинки у меня получилось 56 петелек, то есть не считая вот этих начальных 5 петелек. Теперь я отмечу этот сектор маркировочком. То есть далее мы будем набирать с вами по скосу. Смотрите, здесь прибавление я буду делать в каждую вторую петлю. Начинаю я без прибавочек. То есть под первую кромочную я набираю 1 петельку, во вторую делаю прибавление. Снова без прибавочки, прибавка, без прибавления, прибавочка. Можете начинать с прибавлений, это уже остается на ваше усмотрение, но всегда, где у меня идут вот такие достаточно большие скосы, я предпочитаю такой темп, прибавка через петлю. Добираем до плечевого шва. Я набрала 21 петлю, и вот смотрите, я сделала прибавочку. Теперь еще раз вхожу под кромочную петлю и еще один раз в сам джемпер, то есть на ряд сюда ближе, после кромочной, ближе к плечевому шву. Вот и все. И далее мы с вами переходим уже на спинку. На спинке у нас 17 открытых петелек. Чтобы минимизировать наш вот этот разрыв, смотрите, вот ряд с первой открытой петелькой и вот соседний ряд. И мы с соседнего ряда поднимаем нижнюю петлю и петлю чуть выше. Кстати, тут я не сюда набрала, а вот
ближе, прям к плечевому. Получилось у меня как 2 рядом. Вот. И вот я подняла 2 петельки. Первую из них, то есть более верхнюю, я провязываю скрещенной лицевой. То есть, видите, она у меня располагается как лицевая за заднюю стеночку, а я ее провязываю лицевой за переднюю. И следующую петельку я разворачиваю вместе с первой открытой петлей таким образом, чтобы их можно было провязать за переднюю стеночку вместе. Вот таким вот образом мы минимизируем этот прогал. Далее мы с вами вяжем все остальные петельки лицевой гладью, не провязывая последнюю петлю. Последнюю петельку я переснимаю и поступаем здесь точно так же. Находим соседний ряд и поднимаем верхнюю петельку и нижнюю петельку у соседнего ряда. И провязываем нижнюю петлю вместе с последней открытой петелькой за заднюю стеночку. И верхнюю петельку, которая подъема, мы провяжем скрещенной лицевой. Видите, она располагается как лицевая за переднюю стеночку, а мы ее провяжем за заднюю, чтобы получилось вот такое вот перекрещивание. Все. И мы теперь с вами будем спускаться по левой полочке вниз. Смотрите, я забыла вам сказать, до плечевого, от начала скоса до плечевого шва у нас получилось с вами 23 петли. То есть мы добрали с вами еще после прибавочки 2 доп. Петельки. По спинке у нас с вами получилось 19 петелек. Мы поднимали с вами с каждого края по 2 петли, но так как одну из них мы провязывали вместе с первой и с последней открытыми петельками, у нас таким образом осталось 19 петелек. Левую полочку мы с вами абсолютно симметрично начинаем набирать. Вот эту ниточку подтянем чуть-чуть. Смотрите, первое, что я делаю, это вхожу не под кромочную, а в сам кардиганчик, вот в соседний ряд после кромочной. То есть поднимаю первую петлю, затем вот эту кромочную петельку. И далее, начиная с прибавочек, я делаю прибавление далее через петельку. Смотрите, начинаю с прибавок. То есть, вот видите, вот она, убавочка. И по правой полочке в эту убавочку я провязывала одну петельку, а вот в эту соседнюю делала прибавление. Также именно я делаю поэтому и на левой полочке. То есть у меня идет прибавочка, одна петля, снова прибавочка, следующую кромочную я одну петельку набираю. И у нас с вами также должно получиться 23 петельки. Я набрала 23 петли, и как на левой полочке, на правой полочке у меня закончилась прибавочкой и одна петля. Начинала я с одной петли и прибавки, значит здесь для симметрии я ими должна и закончить. Я отмечаю этот участок также маркировочком. Для чего я это делаю? Это будет нам нужно для того, чтобы уже посчитать наше отверстие под пуговки. Отверстие под пуговицы мы будем делать на протяжении от начала наборного края до скоса воротника. Поэтому я и делаю. Смотрите, по нашей правой полочке мы с вами закончили с того, что связали в каждую кромочную петлю по петельке. Значит, также я для симметрии и начинаю. То есть под каждую кромочную по петельке, а в третью петлю я делаю прибавочку. Снова 1, 2 под каждую петлю и в третью петельку прибавка. То есть из 3 петелек мы с вами получаем 4 петли. И также у нас с вами должно до начала резиночки получиться 56 петелек.
Я дошла до резинки. У меня получилось также 56 петелек до нее. Закончила я прибавлением в одну кромочную. И теперь смотрите, у нас все должно также быть симметрично по резинке. Мы набираем 4 петельки в каждую кромочную. И еще одну дополнительную петлю я набираю в наборный край. Что поближе возьму. Вот таким вот образом. Теперь что у нас получилось по петелькам? По полочкам общее количество от начала наборного края до плечевого шва у нас 84 петли по обоим полочкам и 19 петелек на спинке. То есть общее количество петелек, если не ошибаюсь, 187 петелек. Переворачиваем и начинаем вязать резиночку 1 на 1. Простым, понятным нам способом. Вот. Это я буду считать за первый ряд резинки, то есть вот, который начинается по изнаночной стороне. И мы вяжем с вами кромочная, и начинаю я с лицевой. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. По полочкам у нас все петельки располагаются таким образом, что нам нужно их провязать за переднюю стеночку. В принципе, и по спинке они у нас абсолютно так же будут выглядеть за переднюю стеночку, так как там идут изнаночные петли. Вот. Давайте провяжем этот ряд с вами самостоятельно и уже встретимся с вами в начале второго ряда. Я довязываю первый ряд. Я хотела обратить еще ваше внимание на то, у меня, например, это нечетное количество петелек, поэтому если я с лицевой начала после кромочной, то я лицевой петлей до кромочной и должна завершить. Все, переворачиваю вязание на лицевую сторону джемпера и продолжаю вязать резинку. Теперь мы уже вяжем ее как обычно, провязывая изнаночную за переднюю, а лицевую за заднюю стеночку петли. Вяжем примерно на высоту середины нашей планки, и затем вместе с вами мы начнем рассчитывать пуговки, отверстия, точнее, под пуговки, как мы их будем с вами делать. У меня начинается 4-й ряд моей планочки. В этом ряду я сделаю отверстие под пуговки. Смотрите, это кардиган у нас идет для девочки, поэтому отверстия у нас должны располагаться на правой полочке. Их мы начнем делать, получается, снизу, поднимаясь наверх. Общее количество петелек до начала скоса, а делать отверстие мы будем именно на нем, 56 плюс 5, 61 петля. Но делать отверстие мы начнем примерно отступив 3 петли от начала, и нужно примерно дойти нам вот до этого отрезка. Можно сделать чуть ниже, можно даже буквально на 1-2 петли зайти, и уже на сам скос это будет не столь заметно. Смотрите, далее, установив количество петелек, на котором нам нужно сделать отверстие, я убираю вот эти 3 петли, то есть 61 минус 3, у меня получается свободных 58 петелек. Далее я подбираю число, которое примерно делится, можно поделить равными отрезками, но беру четное число 10, 12, 14, 16 и так далее. В данном случае я возьму число 14, то есть 14 умножить на 4 у меня получается 56. То есть я идеально вписываюсь в отрезок в 58 оставшихся петелек. Как мы делаем отверстие? Как я говорила, первые 3 петли я провязываю, кромочная, изнаночная, лицевая. Далее я люблю, знаете, вот так вот провязывать лицевую и изнаночную за переднюю стеночку. Вот таким вот образом. То есть у нас исчезает с вами изнаночная петля, и за место нее я делаю накид. Вот у меня накид, и следующие петельки я провязываю вместе. Их я считаю как первая, вторая, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. То есть достаточно такое хорошее расстояние, примерно 8-9 сантиметров. Меня, в принципе, это устраивает. Далее снова делаю накид и переворачиваю, обратите внимание, лицевую так, чтобы ее можно было связать с изнаночной за переднюю стеночку. Про накид не забываем, так как оно у нас впоследствии заменит изнаночную петлю. И снова считаю вместе вот с этой провязанной изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И повторяю. Накид и 2 петельки вместе за переднюю стеночку. И доходим так до нашей отметки. И вот я уже дошла. 2 петельки у меня осталось. И как раз у меня выпадает то, что я провязала 14 петелек. И я делаю свое последнее отверстие прям буквально впритык к этому скосу. Вот и все. Смотрите, у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5. Или нет, 1, 2, 3, 4, 5. Да, 5 отверстий. В принципе, нормальное количество. Вот. И продолжаем также вязать с вами этот ряд уже до конца. И затем встретимся с вами в 5 ряду по изнаночной стороне нашего кардигана. Я покажу, как провязать данные накиды. У меня идет 6 ряд. Вот я, извините, 5. Я уже подошла к своим отверстиям. В принципе, маркировочки теперь можно снять, они нам уже не понадобятся. И продолжаем вязать. Смотрите, вяжем мы также по рисунку. То есть мы провязываем изнаночную. Дальше по узору у меня вот мы вяжем изнаночную петлю, дальше лицевая. Лицевую я провязываю за переднюю стеночку. То есть так, чтобы не получилось у нас никакой скрещенной петли, а осталось отверстие. И дальше вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Сейчас мы вместе с вами довяжем до еще одного отверстия, и я еще разочек вам покажу. Вот изнаночная, и включаем наш накид в данный узор. То есть по изнаночной стороне это у нас идет лицевая петелька, а по лицевой стороне это также будет изнаночной петлей в дальнейшем. Вот и все. Вяжем с вами 7 рядов, и в 8 ряду снова встретимся. Мы будем закрывать все петельки. Мы подходим к финалу нашего кардигана. Нам осталось только закрыть планочку. Петли планки мы закрываем точно так же, как и рукав, обычным способом. Снимаем первую кромочную и далее, провязывая петли по рисунку, мы набрасываем предыдущие петельки. Отличие от рукава только то, что нам не надо там замыкать в круг. Мы закроем последнюю петельку и отрезаем нить, которая будет удобно нам заправить. Вот. Далее мы кардиганчик обязательно стираем, сушим. И если вы хотите также делать аппликации на него, они вас будут ждать уже во второй части, где мы вместе с вами свяжем их. Я расскажу про вид пряжи, который подойдет для их вязания, и покажу, как их буду пришивать. А на этом я пока с вами буду прощаться. Всем до новых встреч. Пока-пока.